Недавно вышедший новый FNAF Security Breach навел очень много шума во всем интернете. Прохождение, эдиты, различные видео, обзоры и реакции. Все это буквально набирает миллионы просмотров. Но есть одна вещь, которая интереснее и популярнее всего этого – мемы. Практически все из этой игры стало мемом. Баги, концовки, сюжетные катсцены, скрипты и даже фанатские анимации. Я не буду разбирать каждый мем по новой Five Nights at Freddy's прямо сейчас, ведь сделаю это чуть позже, но не у себя на канале. А пока что я бы хотел разобраться, как вообще новый FNAF стал мемом и почему. Советую вам устроиться поудобней, ведь разбор всего этого действительно будет очень интересным. Одним из первых мемов по данной части франшизы стала истинная концовка оригинальной игры, в которой мы вместе с Фредди Фазбером убегаем из горящего мегапиццеплекса. А также в первый же день появился мем о маленькой вентиляции в полу, в которую нужно прыгнуть и совершить САС. Ну типа отсылочка на Among Us. После чего буквально всю игру разобрали на мемы. И если с многими все понятно, обычные моменты из игры под какой-либо мышап, смысл которого понятен каждому, то есть и несколько мемов, которые были взяты из различных фанатских анимаций. Но в принципе с ними все так же ясно. Итак, рассказав вам о разновидностях, а также о происхождении большей части мемов вкратце, я бы хотел рассказать вам и о том, как же так вышло, что новая часть франшизы стала мемом. По сути, так как пиар-компании игры занимались более 2,5 лет, то было логично, что некоторые мемы зародились еще тогда, когда игра еще даже не вышла. Но в основном их форсили только на Западе, и то не очень сильно, из-за чего у нас они особо популярными и не стали. Но вот когда игра только вышла, буквально в первый же день начали появляться мемы. Один за другим, каждый становится все популярнее и встречается все чаще. В игре буквально все стало мемом. Но что же могло послужить причиной появления такого огромного количества мемов? Давайте разбираться. Первая и, на мой взгляд, главная причина – популярность. Сейчас практически все популярное рано или поздно становится мемом. И неважно, что это – игра или момент из фильма. Смешно это или глупо. Мемом это станет. Как мы видим, видео по Security Breach в первый же день начали буквально набирать миллионы просмотров, из-за чего различные мемоделы обратили на данную игру свое внимание в первый же день, впоследствии чего получили и до сих пор получают довольно-таки неплохие просмотры. Причина номер 2. Размеры игры. Новый FNAF действительно очень большой. Ведь он весит более 50 гигабайт, и для его прохождения хотя бы на одну из концовок игроку понадобится не менее 6 часов, если вы, конечно, не спидранер. А вот если игра большая, то естественно, что там будет очень много интересных и одновременно смешных или просто интересных моментов, которые можно сделать смешными, что в принципе и произошло с новой частью Five Nights at Freddy's, из-за чего мемов не один и не два, а несчитанное количество. Причина номер 3. Эти мемы реально смешные. Когда я впервые вижу новый мем, он мне действительно кажется забавным и смешным, а частенько даже жизненным. И судя по просмотрам и комментариям к видео с мемами, не один я так считаю. Причина номер 4. Новый FNAF Security Breach буквально создан для мемов. Все эти анимации, моменты из игры, катсцены, статус мема им действительно подходит идеально. То, как Санрайз выходит, превращается, грустит, банит нас в детсаде, это же действительно прикольно, классно и местами даже забавно. То, как Монти говорит рок-н-ролл и как его показывают нам в фанатских анимациях, это тоже круто.
То, как диджей Music Man танцует в наушниках, как Чика говорит «пицца», как Фредди убегает, это все действительно очень классно. Конечно, играя в игру, данные моменты вряд ли вам покажутся смешными, но из этого действительно можно создать очень много интересных мемов. Я могу приводить примеры еще бесконечно, но не стану, ведь вы и так наверняка видели много мемов по данной части франшизы. Причина номер 5. Ностальгия. У многих новая часть FNAF вызвала невероятно огромное чувство ностальгии, из-за чего многие просматривают и создают видео по данной части всей франшизы, в том числе и делают мемы. Причина номер 6. FNAF незадолго до этого уже стал мемом и довольно-таки популярным. Поэтому, когда новая часть только вышла, мемоделы решили посмотреть, можно ли сделать мемом что-нибудь из нее. Конечно, сам Security Breach довольно-таки интересен. Вряд ли бы кто-то из нас сказал, что он станет мемом. Но это случилось. Сложно сказать, хорошо это или плохо. Но во всяком случае мне нравится, что благодаря новому FNAF наш фандом потихоньку воскресает. Что ж, я надеюсь, вам было интересно узнать мое мнение насчет того, почему новая часть франшизы 5 ночей с Фредди стала мемом. Но лично я также хотел бы узнать и ваше мнение по этому поводу, а также мнение о самих мемах по нарушению безопасности в принципе. Поэтому всегда жду вас в комментариях. А если данный видеоматериал вам понравился, то не забудьте поставить лайк, поделиться видео с друзьями, ну и подписаться на канал с колокольчиком. А если хотите, то даже посмотреть и мои иные видеоролики. Быть может, они вам понравятся.